Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень красивый шнур. Моя разработочка. Вот такие листики с бусинами. Вяжутся достаточно просто, смотрятся просто великолепно. Такой шнур можно использовать как для декора, можно использовать для создания украшений. Это можно сделать красивый, видите, да, такой браслетик. Можно сделать украшения на шею, можно декорировать буквально любое изделие, начиная от сумочки, заканчивая блузой или кофточкой, допустим, по верхней части или по низу пустить вот такой шнур. Очень красиво, интересно смотрится, вяжется просто. И сейчас мы с вами шаг за шагом обязательно все свяжем. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Большое спасибо вам за лайки, за то, что вяжете вместе со мной. Начнем выполнение шнура. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня полухлопок, 160 метров в 50 граммах. Также я использую бусины. Более подробная информация под видео. И хочу обратить ваше внимание на то, что перед началом работы я бусины нанизываю на рабочую нить. Видите, да? Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петли. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок, и я ввожу крючок в первую петлю. Выполняю незавершенный столбик с накидом. Далее подтягиваю бусинку, которая у меня нанизана. Накид, видите, да, вместе с бусинкой. Ввожу крючок в эту же петлю. И выполняю незавершенный столбик с накидом, с бусинкой. Накид, ввожу крючок в эту же петлю, столбик с накидом, незавершенный. Далее все петли на крючке провязываю вместе. 2 воздушные, и мы будем выполнять наш нежный красивый листик. Накид на крючок, и сначала я буду вязать эту сторону, затем эту. Смотрите, я завожу крючок с изнаночной стороны вот таким образом. Буду обхватывать столбик и провязывать. Беру поудобнее и начинаю выполнять 6 незавершенных столбиков с одним накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее очень внимательно я захватываю рабочую нить, и первую петлю я провязываю вот таким образом. Далее по 2 петли я буду провязывать 5 раз, пока у меня на крючке не останется 2 петли. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее, смотрите, очень внимательно. Мы на изнаночной стороне, видите, потому что вот хорошо видна бусинка, да, наша на лицевой. Мы с вами вытягиваем крючок, разворачиваем работу, нить перебрасываем на изнаночную сторону и перебрасываем крючок, то есть вот таким образом его одеваем. Накид на крючок, и теперь вяжем с этой стороны. Я беру поудобнее, ввожу крючок, вот мой столбик, видите, да, и начинаю выполнять точно так же 6 незавершенных столбиков с одним накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4,
Оттяну бусинки, пока они мне не нужны. 5 и 6 столбик. Все столбики незавершенные находятся на крючке. Далее захватываю, провязываю первый столбик и далее по 2 петли. Раз, считаю, 2, 3, 4, 5. Смотрите, очень внимательно. У меня на крючке 3 петли. Теперь я все 3 петли провязываю вместе. Вот таким образом. Нить я подтягиваю. И видите, да, вот такая красота у меня с вами получается. Далее, что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Переворачиваю. И помните 2 петли, которые мы выполняли в начале, перед тем, как начинали провязывать незавершенные столбики. Перед тем, как начинали формировать наш листик. И выполняю соединительную. Опять же, бусинки не нужны, я их немножко оттяну. Теперь мой листик готов. Я остановлюсь, и мы смотрим, что у нас получилось. Обращаю ваше внимание, вот арочка, с которой мы будем работать для следующего моего листика на противоположной стороне. И теперь я буду формировать основу для следующего листика. Как я это делаю? После того, как я выполнила соединительную, я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид. Я нахожусь, видите, да, на изнаночной стороне. Мы по бусинкам хорошо с вами ориентируемся. И теперь я буду выполнять незавершенные столбики с накидом. И подтяну одну бусинку, она мне нужна. Накид на крючок. И я выполняю под арочку незавершенный столбик с накидом. Далее подтягиваю бусинку и выполняю накид. Ввожу крючок под арку, выполняю незавершенный столбик с накидом с бусинкой. Далее накид и еще один столбик с накидом уже без бусинки. Видите, на изнаночной стороне мы находимся, наша бусинка на лицевой. И все петли на крючке провязываю вместе. Далее 2 воздушные, работу разворачиваю. И теперь буду провязывать сначала с этой стороны столбики, затем с этой. И начинаем наше провязывание. Накид. Я ввожу крючок вокруг столбика. Вот он. Беру поудобнее и выполняю 6 столбиков с одним накидом незавершенные. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. 6 столбиков незавершенные я выполнила. Далее я провязываю, как и ранее, первую петлю вот таким образом и затем 5 раз по 2. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Напоминаю, мы работу разворачиваем. Я вытягиваю крючок, перебрасываю нить за работой, ввожу крючок в 2 петли. И теперь буду провязывать мои столбики по противоположной стороне. Вот мой столбик на противоположной стороне, и я начинаю вокруг него провязывать. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5
и 6 раз. Выполнили. Все столбики незавершенные, столбики с одним накидом. Провязываем первый столбик таким образом и далее 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. На крючке у меня 3 петли. Все 3 петли провязываю вместе. Поправляю аккуратненько и видим, вот такая красота у меня с вами получается. Я еще не завершила выполнение. Сейчас я завершу и уже покажу вам. Я выполняю 1, 2, 3 воздушные, то есть все как делала в первом листике. Работу разворачиваю, ищу 2 петли, которые я выполняла вот в начале, ввожу крючок и соединительную. И далее я выполню основу для следующего листика. Вот моя арка. Я формирую 1, 2, 3, 4, 5 арочку уже для следующего листика. Далее накид. Под арку ввожу крючок, столбик с накидом незавершенный. Подтягиваю бусинку. Накид с бусинкой. Ввожу крючок под арку, провязываю столбик с бусинкой незавершенный. Далее опять столбик с накидом незавершенный. Все петли на крючке провязываю вместе. Далее 2 воздушные. И теперь буду вязать опять же с этой стороны и с этой стороны. Все точно так же, как мы с вами выполняли ранее. И вот такая красота у нас с вами будет получаться. То есть мы с вами формируем листик то с одной стороны, то с другой. И вот наша изнаночная с вами сторона. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Накид. Я ввожу крючок вокруг столбика. Начинаю выполнять 6 незавершенных столбиков. 1, 2. Буду выполнять немножко быстрее. 3, 4, 5, 6. Мы с вами это уже все делали, поэтому просто повторяем. И теперь провязываем первый и по 2. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее что делаем? Перебрасываем за работой нить, 2 петли, накид и начинаем провязывать с этой стороны 6 столбиков. Я ищу мой столбик и начинаем. 1, оттяну немножко бусины, они мне не нужны. 2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили все петли на крючке и далее провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 и видите, да, 3 вместе. Вот таким образом. Далее выполняем арочку из 3. 1, 2, 3. Опять же оттяну бусины, пока они мне не нужны. Далее я работу переворачиваю, ввожу крючок под 2, выполняю соединительную. Мой листик готов. И я с вами выполню еще основу для следующего листика. Это очень быстро. 1, 2, 3, 4, 5 выполняется накид под арочку. Столбик с накидом. Нужна бусинка. Я ее подтягиваю. Накид с бусинкой.
Провязываю незавершенные столбики все с накидом и еще один незавершенный столбик. Видите? Далее все петли на крючке вместе. Мы с вами это все делали, я просто повторю. 2 воздушные, работу я разворачиваю и начинаю выполнять точно такой же листик. Нам с вами остается только поправить и посмотреть, какая красота у нас получается. Видите? Нежно, красиво, очень-очень интересно получается. И изнаночка. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. Великолепнейший шнур, листочки, моя авторская разработка. Можно использовать буквально везде, начиная от декора чего-либо, это изделия, сумки и так далее, и заканчивая полноценным изделием, это украшением, допустим, на ручку. Видите, да, как потрясающе смотрится, или на шейку. Все зависит от вашего желания и фантазии. Мы шаг за шагом с вами выполнили вот такую красоту. Изнаночка и лицевая сторона. 3D формат наш. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И до новых встреч!